Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. В этом видео мы с вами поговорим об ответах на вопросы, которые волнуют миллионы людей на планете и 16,5 тысяч человек, которые подписаны на мой канал. В частности, уже 16,5 тысяч. Благодарю вас за это. А отвечать нам на эти вопросы будет знаменитый чат GPT. Нейросеть, искусственный интеллект, чат GPT. Пожалуй, нет человека, который бы об этом еще ни разу не слышал. О том, что искусственный интеллект и нейросеть вполне могут заменить человека, уже давным-давно известно, точнее не самого человека, конечно же, да, а функции, которые выполняет человек на той или иной работе. Кого-то этот совершенный искусственный интеллект пугает, кто-то в предвкушении ждет, когда он появится во всеобщем доступе, чтобы с радостью, с наслаждением пользоваться. Что я вам хочу сказать? На мой взгляд, нейросеть, искусственный интеллект и чат GPT, искренне вам скажу, я считаю это одним из совершеннейших созданий во Вселенной на данный момент. Конечно же, над ним еще работают лучшие умы человечества, однако даже то, на каком этапе он есть сейчас, он совершенен. Итак, 3 вопроса, которые волнуют миллионы людей на планете. 3 вопроса, которые, конечно же, волнуют моих дорогих подписчиков. Это как мысли влияют на нашу жизнь? Что такое мышление миллионера и как изменить свое мышление, а также как стать успешным, счастливым и богатым. Вы на канале Magic Life, меня зовут Ольга Скляр, и со мной исполняются желания. Ставьте сердечки в комментариях для нашего с вами энергообмена и, конечно же, подписывайтесь на канал для поддержания баланса во Вселенной. Баланс во Вселенной главнее всего. Итак, совершенная нейросеть. При общении в этом чате, это обычный чат, чат GPT, вы отправляете сообщение со своим запросом, и дальше нейросеть вам отвечает. Она отвечает вам, как будто вы другой человек. Однако очень большая разница. Любой человек всегда, отвечая на ваши вопросы, доносит до вас информацию с учетом своего жизненного опыта, с учетом своих эмоций и чувств на данный момент. То есть, по факту, ответ на один и тот же вопрос в разное эмоциональное для человека время может быть по-разному. У искусственного интеллекта нет этих эмоций, чувств, ему никто не перегородил дорогу, ему не пришлось просыпаться утром, у него отсутствует все то, что могло там расстроить человека, да, или же обрадовать. И поэтому ответы были, наверное, намного более правильные, искренние, и меня поразило, что ответы на мои вопросы, они являются тем, что я сама всегда отвечаю на эти вопросы. Итак, как мысли влияют на нашу жизнь? Поехали! Мысли играют важную роль в формировании нашей жизни. Они могут влиять на наши эмоции, поведение и действия. Позитивные мысли могут привести к увеличению чувства счастья, уверенности и благополучия, в то время как негативные мысли могут вызвать стресс, беспокойство или депрессию. Наши мысли также влияют на наше восприятие окружающего мира и могут повлиять на принимаемые нами решения. Поэтому важно помнить о своих мыслях и стремиться к позитивному и конструктивному внутреннему диалогу. Правда же круто? И это ответ искусственного интеллекта, это ответ нейросетей. Даже нейросеть говорит: будьте на позитиве, стремитесь к позитиву. Потому что все то, что мы в своей жизни думаем, оно действительно влияет на нашу жизнь, оно влияет на наше настроение, оно влияет на все, что есть вокруг нас. Ну, я уже не буду здесь вдаваться в подробности о том, что какую энергию мы излучаем, такую получаем. Второй вопрос был, как изменить мышление и что же такое мышление миллионера. И вот что, какой ответ в чате GPT я получила. Изменение вашего мышления требует активного подхода и последовательных усилий. Некоторые стратегии изменения вашего мышления включают в себя выявление и преодоление ограничивающих убеждений и негативных разговоров с самим собой, практика осознанности и сосредоточения на настоящем моменте. Окружите себя позитивными и поддерживающими людьми.
Принятие установки на рост и принятие обучения и неудач как возможностей. Сосредоточение внимания на решениях и возможностях вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах. Мышление миллионеров может сильно отличаться друг от друга, потому что каждый человек уникален. Тем не менее, некоторые общие черты среди успешных людей включают в себя четкое видение и целеустремленное мышление, сильная трудовая этика и дисциплина, готовность идти на просчитанный риск, нацеленность на личное развитие и постоянное обучение, способность адаптироваться к изменениям и разворачиваться так, как это необходимо. Важно иметь в виду, что эти черты не обязательно приведут к богатству и успеху, но они, безусловно, могут сыграть роль, помогая людям в достижении их целей. Сколько бы лет вам ни было, я смотрела аналитику по каналу, на канал смотрит огромное количество людей в возрасте от 25 до 65 лет. А теперь посмотрите внимательно. Вы 60 лет, да даже 20 обладали одним мышлением. И та жизнь, которой вы живете сейчас, не очень-то вас и устраивает. Ну, по факту, да, раз уж вы здесь, и я вам всем очень рада. Конечно же, работы 30 дней или 21 дня будет недостаточно. Изменение мышления – это должно быть ежедневным процессом. И не только ежедневным, а ежеминутным и ежесекундным. Потому что 60 лет своей жизни вы использовали совершенно другое мышление. И оно будет пытаться вытолкнуть это новое мышление. Все дело в том, что, например, если ваш организм, даже вот ваш сам организм, ваше тело, привыкло, что вы не хотите вставать по утрам, встаете в 8 утра, вы всем недовольны, вы капризничаете, и все ваше внутреннее я и физическое тело, в частности, страдают, то как только вы начинаете менять мышление, даже у вашего тела шок. Как это так? Я сейчас должен страдать. Почему это она меня с радостью на зарядку повела? Это действительно жесткая дисциплина, это фантастическое желание жить, фантастическое желание развиваться и каждый день узнавать что-то новое. И неважно, сколько вам лет. Мне, например, 35 лет, и сегодня у меня впервые был урок по вокалу. Даже можете посмотреть самое мое первое видео на YouTube год назад. Вы посмотрите, какая у меня была речь. Разумеется, я не разговариваю так с окружающими меня людьми, со своей семьей, ну вообще с людьми, как я разговаривала в том видео. Я очень волновалась, я очень боялась, я запиналась, у меня были комментарии, тебе сначала речь надо поставить, а потом уже что-то там записывать, видео снимать. Но вы понимаете, что люди пришли, вам по факту вам всем все равно, как я выгляжу и как я разговариваю. Вы пришли за информацией. И комментариев, которые меня хаяли, можно было, кстати, опустить руки и забросить это дело раз и навсегда. Было очень мало, были просто единицы. А вместо этого я увидела фантастическую благодарность, я увидела ваши комментарии, я увидела ваши просмотры, и каждый день я продолжаю работать над собой, моя речь значительно изменилась. Я думаю, что за это видео я точно заслужила сердечко в комментариях, оно для меня очень важно, я записываю его с первого дубля, я сижу перед камерой, и я больше ничего не боюсь. Это труд. Ну что, и третий вопрос, самый насущный, то, о чем я вам тоже бесконечно говорю. Как стать счастливым, богатым и успешным? И вот ответ нейросети. Стать счастливым, богатым и успешным – это путь, который уникален для каждого человека и может включать разные подходы. Тем не менее, некоторые общие стратегии, которые могут помочь, включают в себя четкое понимание целей и задач, четкое представление о том, чего вы хотите достичь в жизни, может помочь вам оставаться мотивированным и сосредоточенным. Воспитание позитивного мышления, практика благодарности, концентрация на настоящем моменте, окружение себя позитивными и поддерживающими людьми могут помочь улучшить ваш взгляд на жизнь в целом. Тяжелая работа и настойчивость, и жесткая дисциплина. Успех часто требует времени и усилий для достижения ваших целей. Непрерывное обучение и личное развитие.
Сохраняйте любопытство, приобретайте новые навыки, расширяйте свои знания, чтобы оставаться на шаг впереди и расти как личность. Разумное управление финансами, понимание основных финансовых принципов, сбережения и инвестиции на будущее, а также избегание долгов могут помочь вам со временем накопить богатство. Забота о своем здоровье, уделение первоочередного внимания физическому и психическому благополучию поможет вам чувствовать себя счастливее и быть наполненным энергией для достижения ваших целей. Важно помнить, что путь к счастью, богатству и успеху не всегда линейный, и на этом пути могут быть неудачи, и могут быть еще раз неудачи. Ключ в том, чтобы оставаться сосредоточенным, продолжать учиться и расти, а также иметь позитивный настрой. Этот ответ, на мой взгляд, выше всяких похвал. Здоровье прежде всего. Без здоровья вам не понадобятся никакие деньги. Если у человека нет здоровья, ему ничего в этом мире не хочется, потому что его самого в принципе нет. Это жесткая дисциплина. Хочу с вами поделиться распорядком своего дня. Я вам об этом не один раз говорила. О том, что действительно изменение жизни – это не однодневная, не одноразовая акция, это бесконечный тотальный труд, ежесекундный контроль своих мыслей. Итак, мое утро, оно начинается в промежутке с 3 до 5 утра. Не волнуйтесь, я потом дальше ложусь спать. Тем не менее, как бы там ни говорили о том, что утро самая важная часть дня, и вот этот вот момент именно перед рассветом или вот сам рассвет считается безумно важным для работы с собой, со своим подсознанием, со своими установками. Все дело в чем? Потому что подсознание на этот момент нам открыто, и вы можете, по сути, общаться напрямую с подсознанием. Однако, до того, как я пойду общаться со своим подсознанием, ежедневная практика, я не пропустила ни дня, ни в больнице, ни в дорогах, ни в путешествиях, ни в самолетах, ни в поездах, нигде и никогда. Это то, без чего день не начинается, то, без чего я не выйду из дома, то, без чего я просто не встану и не проснусь. Я иду делать мои ABC exercise. Параллельно с тем, когда я делаю мои ABC exercise, я слушаю утренние аффирмации. Можно слушать аффирмации на деньги, они очень мощные, очень сильные. Можно слушать аффирмации, 100 лучших аффирмаций на день. Они есть на канале, пожалуйста, переходите, смотрите, сделайте это своим ежедневным ритуалом для пробуждения. После этого я на протяжении нескольких минут произношу благодарности, мантры. Что я еще делаю? Благодарности, мантры, да. Затем уже я заканчиваю мои ABC exercise, и после этого я начинаю писать либо желания, либо свой дневник 10 целей, дневник самопрограммирования, что вот под руку попадется. Главное, я пишу каждый день. У меня есть блокнот, я вам его показывала. Вы знаете, я думаю, каждый из вас понимает, что в 3 часа ночи я не включаю свет во всем доме. Я даже лампу не включаю, чтобы не проснуться, чтобы мое сознание не проснулось. Мне важно общаться с подсознанием. А когда вы пишете от руки, особенно левши, я вам уже говорила, я вас поздравляю, когда мы пишем левой рукой, мы работаем с подсознанием напрямую. И после того, как я закончила писать свое самопрограммирование, я иду, ложусь спать, час-полтора там досыпаю, сколько осталось. Что по факту я имею на тот момент, когда мне нужно проснуться? 6:37 утра. Я абсолютно счастлива и удовлетворена. Более того, я безумно горда и восхищаюсь собой, потому что я уже сделала часовую работу над собой. Да, у меня все эти упражнения, все эти мантры, все эти написания, аффирмации, у меня уходит на это час моей жизни. Это самый счастливый час моей жизни, который формирует мой целый день. И не важно, что я там написала в этом дневнике самопрограммирования или в этих списках 10 целей. Не важно, что я написала в своих желаниях, главное правильно сформулировать. Все дело в том, что в моем подсознании это отложилось. И на тот момент, когда я открываю свои глазки в 7 утра, я уже помимо того, что восхищена собой, своими успехами, своими достижениями, я проснулась в очень хорошем настроении. Я заряжаю этим настроением всю свою семью и всех людей вокруг.
Более того, мое подсознание выстроило события в течение дня так, что все события работают на меня. И я вижу те возможности, которых не видела. Я не помню, что я писала, и я намеренно никогда не читаю, потому что мне некогда перечитывать, у меня уже новые желания созрели. Знаете, я думаю, что тех, кто вам расскажет, как жить на этой планете, примерно пару миллионов. Однако, когда вам что-то говорит самое совершенное создание во Вселенной, да, именно так я называю нейросеть, я думаю, стоит прислушаться. Ставьте класс, если вам видео было полезным. Подписывайтесь на канал. Благодарю вас за просмотр и желаю каждому из вас самого лучшего дня.